Сегодня мы поработаем из гарда и с вами разберем такую комбинацию. Да, атака рычага локтя будет с рычага на рычаг. Да, это часто такая ситуация бывает, потому что соперник, когда ему набрасывают рычаг локтя, очень часто бывает, что допускают ошибку. Да, и в частности, эта ошибка бывает, когда соперник начинает выпрямляться, подниматься наверх. Когда мы с вами забираем пластический рычаг, и соперник сразу начинает отключать руку, да, вот здесь, блокируя атакующую руку, он, главное правило, никогда не должен выпрямляться от меня. Наоборот, он должен грузить мои колени к моей голове. Ошибка, когда на ваше действие соперник начинает вставать на ноги и пытаться подняться наверх. Да, и в этом случае что мы можем сделать? Смотрите, мы своей свободной рукой переходим вот сюда. Мы залазим вот под эту руку и берем в районе трицепса, да. Вот здесь вот мы контролируем. Изначально были тут. За счет вот этой руки мы понимаем, да, что... Держи вот здесь. Мы понимаем, что не получится вытянуть, потому что вот эта рука мне мешает. Тогда я сразу перестраиваю атаку. Мы заходим под руку и берем за трицепс. Все, мы начинаем рычаг, соответственно, соперник пытается этот рычаг, защитить, пытается руку вытащить. И вот в момент, когда он ее высовывает, когда вы чувствуете, что все, рука выходит, если соперник оттягивается наверх, ваша задача вот эту ногу вы разворачиваете вот таким вот образом, смещаете таз, да, выводите его вот сюда наружу и эту ногу закидываете. Получается вот такое движение. И выходите сразу на второй рычаг, здесь уже доделываете. Очень важно в этом моменте в переходе правильно сместить свой таз. Да, поэтому, когда вы работаете, вы можете рукой немножечко помочь себе сделать такую опору, чтобы таз оттуда поднять. Еще раз, мы зашли на рычаг, соперник начинает защищаться, все, он начинает руку доставать уже постепенно, да, но при этом корпус начинает поднимать. Не как правильно делать, а наоборот, начинает оттягиваться. И тогда вы до конца пытаетесь сделать рычаг, да, как бы приманиваете его. И как только рука выходит, вы сразу сворачиваете ногу и отсюда перебрасываете, уходите вот сюда. И тем самым делаете болевой. Но опять же, ситуация именно как бывает. Мы этот рычаг используем лишь в том случае, когда соперник начинает делать вот так. Он начинает подниматься и вытягиваться вот так наверх. И здесь вот у меня создается пространство для атаки. У меня есть возможность подвернуться и есть возможность накинуть ногу. Если соперник продолжает работать, запомните, этот переход мы делаем лишь только в том случае, когда соперник при своей защите начинает оттягиваться корпусом. Есть два варианта защиты. Правильный вариант – это грузить колени к его голове и постепенно доставать руку. Но бывает, когда начинает оттягиваться и пытаются вот здесь достать. И только тогда мы переходим на вторую атаку, на второй рычаг. Да. В другом случае... Да. В другом случае у нас не получится, мы не сможем подвернуть свой таз. Еще раз, давай. Еще раз. Мы начинаем с атаки, зашли на рычаг с вами, начинаем атаковать, соперник начинает защищаться, да? Вот. Мы уже руку контролируем. И когда вот он тазом поднимается вверх, вот моя нога, вот мы уходим. И отсюда вот. Вот здесь вы делаете березку вверх и туда вы сваливаете. Все, ноги зажали, руку поймали и с рукой опускаемся вниз. Давайте еще раз. Вышли на атаку, забрали рычаг, соперник начинает защищаться, все, начинает, допустим, ошибается, начинает вставать,
Я до последнего показываю, что буду делать рычаг, но как только рука выходит, я отсюда сразу раз, и отсюда атакую второй рычаг. Все, всех благодарю, пробуйте, учитесь. Все.